Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. В последнее время я все чаще и чаще замечаю комментарии наподобие, что играть в eFootball на данный момент невозможно, геймплей просто ужасен, и на данный момент в игре намного больше гандикапов, нежели было до этого. И на самом деле, до недавнего времени я не понимал, на чем строятся подобные комментарии и подобные мнения. Однако, стоило чуть побольше поиграть в eFootball, как я начал догадываться о всей проблеме геймплея на данный момент. И в рамках данного ролика предлагаю поговорить об этом поподробнее. В комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу геймплея, ваше мнение по поводу отскоков, гандикапа и всего прочего, что так сильно выбешивает во время игры в eFootball. Если же вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь, поддержите ролик лайком, ну а мы начинаем. Я начну с небольшого откровения. После обновления, которое вышло в начале июня, мне геймплей очень даже понравился. Более того, как по мне, игра стала более играбельная. Уж простите за тавтологию. Но да, после обновления геймплей стал более приятным и более отзывчивым. А посему, когда я начал натыкаться на разные мнения о том, что игра стала неиграбельной, как от наших комментаторов, так и от пользователей Твиттера, я немного не понимал, на чем строится подобное мнение, поскольку лично у меня никаких проблем не было. Однако, как я неоднократно себе повторяю, нужно научиться смотреть дальше своего носа. По истечению пары-тройки игр в eFootball я начал замечать, что все-таки что-то да происходит во время игры. Видите ли, в чем дело? Во время одного из матчей у одного из игроков в том или ином тайме возникает перебои в геймплее игры. Как это работает и чем это заметно? Я постараюсь это объяснить на примере одного из моих последних матчей. Это был обычный матч в дивизионе, я играл против неплохого соперника, у которого был относительно неплохой состав, и играл он тоже неплохо, но тем не менее я его раскатывал. К перерыву счет был то ли 0-2, то ли 0-3. Я контролировал игру, и никаких проблем в первом тайме не было. Однако, стоило начаться второму тайму, как все переменилось с ног на голову. Не сказать, что я начал играть плохо, или соперник стал играть лучше, чем он играл до этого. Вообще ни разу, ничего не изменилось. Изменился во втором тайме разве что отклик и движение футболистов. Я начал замечать, что игроки у меня располагаются достаточно далеко друг от друга. А поэтому, всякий раз, когда я перехватывал мяч в защите, я банально не мог выйти со своей половины поля, поскольку игроки банально находились друг от друга далеко. А поэтому я не мог вынести мяч с своей половины поля. Всякий вынос мяча из своей штрафной сопровождался перехватом со стороны соперника, и возникает вот такая вот беспомощная ситуация, когда ни низом, ни верхом я не могу зафиксировать у себя мяч. По итогу, я пропустил один гол, я пропустил второй гол. Опять-таки, возможно, соперник их заслужил, но каким образом они были забиты? Когда у меня игроки банально перестали играть. И я понимал, я заметил, что я абсолютно беспомощен, что я ничего не могу сделать, потому что, опять-таки, игроки очень далеко друг от друга располагаются. Это четко дает понять, что во время матчей иногда происходит перестановка сил. В первом тайме хорошо играет этот, а во втором хорошо играет тот. Ну, возможно, даже не хорошо, а просто ему везет больше. Также, если верить комментаторам, то в игре стало намного больше гандикапа по части ударов. Банальный пример: соперник может ударить 2-3 раза за игру, и все эти 2-3 раза будут сопровождаться голами, в то время как у другого игрока будет под 5-10 ударов и только 1 или 2 гола. Отчасти я столкнулся с чем-то подобным, однако, слава богу, это никак не повлияло на мои результаты. Но факт остается фактом. Несмотря на приемлемый геймплей, все-таки возникают некоторые моменты в онлайне, которые убивают всю конкуренцию в игре. Это не есть хорошо, и непонятно, почему Konami так сделали. Сделали они это намеренно или же случайно, хотя в это верится намного меньше. Но наличие подобного гандикапа, если его можно так назвать, в игре отрицать нельзя. Но при всем этом я скажу, что геймплей достаточно играбелен, и если ранее упомянутые ситуации не возникают по ходу матча, то играть более-менее приятно. Однако, никто не застрахован от гандикапа, а поэтому в любой момент вам банально могут испортить игру. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного, ваш опыт игры с гандикапом и удавалось ли вам переломить ход встреч. Обязательно отпишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Прожимайте колокольчик для уведомлений, ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.